Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы с товарищем генералом вдвоем Привет. приехали покопать. Вот что хотел сказать, друзья, замечание такое у меня. У нас уже по 10 градусов было, даже 11 градусов и 12 было в Калининграде, вот на прошлой неделе. А сегодня заморозок. Вот сейчас мы ехали -1. На многих деревьях уже распустились почки. Во всех регионах говорят, что гораздо теплее среднегодового там минимума, я не знаю, среднемесячного или как там считается это. И вот сейчас заморозок, вот эти почки, я уже видел сережки на деревьях, я снимал даже в некоторых видео, вы могли видеть в предыдущих. Заморозком все вот это ушатает, это ж вообще нехорошо для природы. А что с озимыми культурами будет? Друзья, что с климатом происходит? Что происходит с климатом? Вот такое небольшое отступление на тему климатических дел. Ну а мы с генералом отправляемся в сторону леса, через поселок пойдем. Будем искать что-нибудь интересное. Обязательно подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комменты. Всем тем, у кого плохо работает YouTube, переходите на Дзен. zen.ru/rubocop. Смотрите, поехали. Зацепился за какой-то сброс. Смотрите, стекляшки какие. Тут вон розочка. Какой-то декор был. Тут вот что-то. Пуговица. Раз. Монетка. Фенинг. 2 фенинга. Похоже, горело. Надо здесь пошевелить будет плацдарм. Вон, дальше что? Вылетело от графина. Пробка. С рисунком. Еще 50 фенигов выкопал. И он черный сигнал. Смотрите, ребят. Штык-нож в ножнах. Ручки деревянные были. Накладки. Может, и откроется даже. Сейчас генералыч придет. Он там металл переносит. Сейчас откроем. Ух ты! В хорошем состоянии. Да, слушай, вообще клинок зачетный. Ручки, значит, деревянные были. Ну да. Тут почистить и будет этот виден. Клеймо. Клеймо. А у меня есть это. Металлическая. Щетка. Да. Ой, смотрите, она какая стала. Декоративка. Вот с этой стороны вроде. Не видно. Декоративка.
Ну вообще это самое. Лезвие в хорошем состоянии. Да. Зачет. Этот начнешь выравнивать, сломается, наверное. Ну. Не надо сломать. Воткнул. Конечно, воткнул. Я специалист, да. Специалист. Лезвие от ножа сейчас попалось. Массим. Что-то сложное. Ханугешлифен, что-то такое. Ростфрай из нержавейки. Генерал траншею проработал. Вон, видите, идет этот ус заземления один, потом раздваивается, потом сбоку еще один. Глубоко. Где-то метр, да, глубина получается. Вы видели такое? Генерал лопатой рубил тут корневище. Смотрите, погнулось, блин. Вообще жесть. Вот это, ё-моё, монстр какой-то. Ну тут сейчас медь шла. Вон она продолжает ползти. Накопитель набил. Она идет так вдоль всех домов. Метров 100, наверное. Видите, вон руины. И медяшка. Германика. Сейчас выровняет и будет продолжать. Крутится, как его. А вы еще сильнее ее загните, как бараний рог. Ей еще удобнее. У вас персональная лопата такая будет. Да. Керамическая вилка. Антураж чистой воды, друзья. Вот тут вот стекляшка ползет, а тут смотрите, что у нас спряталось. Снова медяшка. О, красотулька. Чашечка, видимо, была. Потому что-то еще какая-то посудина. Торчит. Генералу интересный инструмент попался. Вон, она даже рабочая еще, да? Ну, почти. Только это Ручки нет. отлетела. Пилит, да, еще? Ну, видишь, еще консервы открыл. Ага, ну-ка попилить ей сучок, интересно. О, рабочий инструмент, ребята. Ну вот с этого выброса 3 монетки получилось. Розочка. Такие вот клейма с чашек, тарелок. Уже как по заказу. Обломанные. Пробка. Медяха. Штык. И вот металл еще надо тоже перетаскать. Один я уже отнес. Один генерал отнес. Еще вон 2 пакета стоит. Решил по верхам
прогуляться. Который раз сюда приезжаем, а железо, друзья, ну просто я не знаю откуда оно, как будто новое рождается. Сигнал под деревом. Опа, манерка. Вермахт. Вроде как бы и даже, ну, кроме того, что помята, не сгнила еще. Давайте посмотрим. Видимых подписей никаких не вижу. Видимых не вижу. Там вон клеймо СД 40 какой-то год. Такая вот находка. Сейчас под деревом, ребят, интереснейшая находка попалась. По крайней мере для меня. Обожаю такое. Перчатка, 2 сигнала было. Сначала клин вот такой выкапываю, а потом замок. Сначала он мне ничем примечательным не показался, потом смотрю, вроде вот тут цветная накладка. Жалко, сам он подтух. Ну, вон там, видите, надпись есть даже. Можно будет сейчас почистить и посмотреть, что там. Интересно. Классно. Вообще классная находка. Антуражнейшая вещица, ребят. Просто шикарно. Вообще вот именно от таких находок просто тащусь. Вроде и подубитый, но со следами времени. Вообще просто вот кайфейшая вещь. Уже предвижу сейчас, как некоторые писать начнут. Самовыражаться. Давайте, давайте, вперед, ребят. Опа! Вау! Смотрите, какая классная. Тут повыше, вот я поднялся. И сразу такой сохран. Шикарный. Смотрите, какая подковка. Просто изумительно, ребят. Шикарно. Еще одна из-под дерева торчит. Она уже, ее корень уже обхватил. Сейчас расшатаем, выкрутим ее. Так вот натаскаешься рукой, потом с утра просыпаешься, пальцы как пружины. Вторая рука нужна, ребят. Ну просто не могу налюбоваться на этот наборчик, друзья. Вы только посмотрите. Тут смешанный сигнал был. Вот ручка от ножа. Цветняшка. Альпака. Сейчас копаю, кто-то бежит. Смотрю, собака, овчарка с поселка, походу, меня унюхала, прибежала. Пробежала так, посмотрела, ушла. Вон еще один бармалей пришел. Друзья, скажите, ну вот как его не копать, когда вот такой лезет металл? Звучит сигнал. Выкапываю. А тут смотрите, что у нас такое тоненькое.
Шпиль марки. Игровые дела. Ребят, вы видите, насекомые летают. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, паденка по своему виду. Неужели уже полетела? Ну, вообще не время. Вообще не время, ребят. Да, точно. Вообще шок. Вот так вот, ребят, видите, хожено-перехожено. Никто уже не хочет сюда ездить. Все равно тянет, не знаю. И металл всегда есть. Не всегда, но что-то и попадается еще. Сам поражаешься порой. Ребят, ну что, мы копнули сегодня ударно с генералом. Ну так, подышали, провели время отлично. Вы там пишите: ой, как надоел этот металлолом. Где находки? Ребят, не все так просто, как вам кажется по ту сторону экранов. Тут как повезет, тут ты не знаешь, где тебе и что попадется и когда. Очень долго можно кататься без интересных находок. Так что, а видео выпускать надо. YouTube простоев не прощает. Там один парень написал: так скоро и подкладывать начнете. Причем здесь подкладывать? Вообще непонятно. Металлолом и подкладывать. Понимаете, у вас какие-то суждения у некоторых очень странные обо всем этом. Так что советую обдумать и больше такую ерунду не писать. А то генерал ночью придет и просто наказание сделает сразу же. Ну. А так, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Пишите комменты, ставьте палец вверх, подписывайтесь, кто не подписался. Всем до новых встреч. Всем здоровья.